Здравствуйте, граждане свободного мира. Война в Украине поставила перед Евросоюзом ряд задач, одной из которых является поддержка украинских беженцев. Ведущей в этой упряжке является Германия, где на сегодня, по данным издания Deutsche Welle, находится около 1 миллиона украинцев, более половины из которых трудоспособного возраста. Из этих 500 000 сейчас трудоустроены только около 197 тысяч человек. Власти Германии поставили цель как можно быстрее трудоустроить всех украинских беженцев и снять их с социальных пособий. Немецкие пособия одни из самых больших в Европе. Украинцам ежемесячно платят 520 евро на взрослого и 360 евро на ребенка. Плюс оплачивают жилье и коммунальные услуги, а это по рыночным ценам еще минимум 500-600 евро в месяц. В итоге среднестатистическая украинка, в начале войны выехавшая с 2 детьми в Германию, получает около 1200 евро на руки чистыми и имеет бесплатную квартиру, обставить которую тоже может за счет социальной помощи. Имея такие деньги, а возможно и еще какой-то источник дохода в Украине, для беженцев нет никакого смысла устраиваться на работу, где они будут получать не намного больше. Одна из украинок в ТикТоке сообщила следующее. У меня один вопрос. А зачем работать? Средняя зарплата в Германии 2500 евро. Со всеми вычетами и налогами, съемом квартиры остается около 1000 евро. Но ты должен работать 5 дней в неделю, платить налоги и так далее. Сама Германия мотивирует социальщиков. Зачем идти тут на работу, если разница в доходах между работающим человеком и тем, кто получает соцвыплаты, 500 евро? Это оскорбительно для работающего человека. Кто-то каждый день ходит на работу, а кто-то занимается непонятно чем. Подобным образом рассуждают и другие беженцы. Юлия из Полтавской области, живущая в Дрездене, рассказывает. Мне предложили работу уборщицей за 1680 евро. После налогов останется 1200. Но при этом минус пособие 520 евро и квартира, а это еще минимум 300 евро. И попробуй ее еще найди. Что я выиграю? Меньше 400 евро? И придется работать по 8 часов в день, хотя сейчас я могу проводить время в свое удовольствие. Немало украинских беженцев работают в Германии без официального трудоустройства. Это позволяет получать зарплату, сохранить пособие и социальное жилье. Например, полтавчанин Олег, до войны работавший в Польше, а после ее начала перебравшийся в Германию, получил там статус временной защиты, после чего устроился на работу к мигранту из Украины, давно обосновавшемуся в Лейпциге и имеющему там собственный автохаус и СТО. Олег получает зарплату 1000 евро в месяц, что намного меньше, чем предлагается по официальным вакансиям. Но налоги не платит, плюс есть еще 500 евро пособия и бесплатная квартира. Итого выходит 1500 чистыми, плюс жилье. Меня все устраивает, но не знаю, как долго еще смогу работать без оформления, так как консультант из джоб-центра настойчиво предлагает вакансии, рассказал Олег.
Глава Всеукраинской ассоциации агентств по международному трудоустройству Василий Воскобойник говорит, что такой вопрос «зачем работать?» задают себе многие наши беженцы. В Германии одни из самых лучших условий для беженцев. Есть выплаты, социальное жилье, бесплатная медицина. И многие наши беженцы, даже выучив язык, не спешат устраиваться на работу, по крайней мере официально. Зато ищут неофициальные подработки, которые позволяют сохранить социалку, плюс зарабатывать еще около 1000 евро в качестве дополнительного дохода. Но Германию, где дефицит кадров составляет около 2 миллионов человек, такое положение явно не устраивает. По мнению Воскобойника, в ближайшие полгода наших беженцев попытаются по максимуму снять с пособий и трудоустроить, или же им придется уезжать в другие страны, либо возвращаться домой. Германия задалась целью уже в ближайшее время решить вопрос с работой для украинских беженцев. Как отметил глава Министерства труда Губертус Гайль, планируется назначить специального представителя правительства по интеграции беженцев на рынок труда. Он будет курировать вопросы трудоустройства для беженцев в турборежиме и регулярно отчитываться о результатах правительству. Об этом недавно сообщило издание Deutsche Welle. Как заявил Гайль, немецкая экономика остро нуждается в рабочей силе, поэтому украинцев пытаются взять в оборот. После курсов изучения немецкого языка, которые в стране бесплатны, людям станут более настойчиво предлагать работу. По данным Гайля, 100 тысяч украинцев уже завершили учебу на интеграционных курсах, и в ближайшее время эта цифра удвоится. Так что пришло время для следующего этапа, то есть трудоустройства людей. Вопрос работы для украинцев в Германии подняли не случайно. На местном рынке труда огромный дефицит кадров. Согласно отчету Федерального агентства труда, не хватает около 2 миллионов работников. А дефицитными по итогам 2022 года стали 200 из 1200 профессий, тогда как годом ранее их было меньше 150. В самом большом дефиците водители, слесари, специалисты по уходу за детьми, строители, инженеры в области автомобилестроения, фармацевты и станочники. Германия уже предпринимает активные шаги, чтобы привлечь иностранных специалистов, в частности, упрощает условия для трудоустройства, получения вида на жительство и так далее. И понятно, что местные власти не могут обойти вниманием такой кадровый резерв, как беженцы. Существует несоответствие между запросами немецких работодателей и предложением со стороны наших беженцев. Из Украины выехали в основном женщины, многие с высшим образованием. Не факт, что они смогут быть задействованы, например, в машиностроении. Тем не менее, есть отрасли, которые с радостью примут наших беженцев. В частности, отельный бизнес, логистика для работы на складах, сфера обслуживания и ухода и так далее. Другое дело, что такие предложения далеко не всегда совпадают с профессиями наших беженцев. Но чтобы устроиться по специальности, многим не хватает знания языка. Интеграционные курсы обеспечивают изучение до уровня B1, плюс по многим специальностям нужно подтверждать дипломы. Вместе с тем реальность такова, что людям придется снижать планку, то есть устраиваться на работу, которую они могут потянуть, говорит Воскобойник. Еще в прошлом году в Германии массово перерегистрировали наших беженцев. Вместо социальной службы
их переводили под опеку центров трудоустройства. Там украинцы заполняли анкеты, указывая свою специальность, наличие дипломов и прочее. Затем их на какое-то время оставили в покое. Но как только люди заканчивают учиться на интеграционных курсах, джоб-центры снова берут их в оборот, начинают предлагать работу и призывают трудоустраиваться самостоятельно. А об итогах поиска работы куратору из центра трудоустройства нужно сообщать раз в 1,5 месяца. Я закончила курсы в августе. После этого мне уже дважды предлагали работу в джоб-центре. На выбор вакансии горничной в отеле, работы на сборе урожая в фермерском хозяйстве и разнорабочий в тепличном хозяйстве. Я по специальности врач. И эти предложения, если честно, меня просто шокировали. Поэтому я отказалась. Планирую подтянуть язык до уровня C1, подготовиться на курсах к квалификационному экзамену и подтвердить диплом врача. Но мой куратор из джоб-центра говорит, что учить язык я могу и после работы. Поэтому нужно активнее что-то искать, пусть даже не по специальности. Иначе может встать вопрос о снятии социальных выплат. Не знаю, сколько мне еще удастся отбиваться от предложений джоб-центра. Мой консультант сказала, что следующее предложение от джоб-центра уже придется принять. Или искать работу самостоятельно. Иначе останусь без пособий и социального жилья, рассказала киевлянка Иванна, которая сейчас живет в Гамбурге. Немецкие власти ужесточают требования по трудоустройству наших беженцев, во многом и под давлением общественного мнения. Жительница Лейпцига Татьяна, которая живет и работает в Германии больше 5 лет, рассуждает так. Немцы очень толерантны, но все чаще задаются вопросом, почему они работают, а беженцы сидят на пособиях и ничего не делают. Мне этот вопрос тоже не дает покоя. Я каждое утро просыпаюсь в 6 часов, еду на электричке в пригород на работу, где провожу весь день. А недавно зашла в разгар рабочего дня в магазин. Там полно украинских беженцев, которые зашли на шопинг. Наши беженцы ищут всевозможные лазейки, чтобы отбиться от настойчивых консультантов из джоб-центров. Один из способов – максимально долго учиться на интеграционных курсах, для чего нужно просто проваливать тесты на знание языка. И тебя снова отправляют еще на несколько месяцев на курс. Повторить такой фокус можно максимум дважды. Те, кто заезжал в Германию еще до войны, платили за курсы по 500 евро, поэтому эксперименты с экзаменами влетали в копеечку. Но для украинских беженцев курсы бесплатные, и многие этим пользуются, чтобы учить язык как можно дольше. А пока ты учишься, никаких вопросов по работе не возникает, рассказывает Татьяна из Лейпцига. Еще одна уловка – отказаться от предлагаемых вакансий под самыми разными предлогами. Например, житель Киевской области Егор отказался работать на машиностроительном заводе в Баварии после первого же рабочего дня. А консультанту, который предложил эту вакансию, сказал, что столкнулся с дискриминацией по национальному признаку. После чего тот уже не задавал никаких вопросов и пообещал подыскать что-то еще. Некоторые украинцы отказываются от работы под предлогом, что в коллективе оказались выходцы из России. Впрочем, непонятно, как долго украинцы смогут бегать от работы в Германии. Тренд и не только в Германии, но и в большинстве стран ЕС таков, что наши беженцы либо полностью интегрируются в общество, трудоустраиваются и платят налоги, либо их постепенно будут снимать с пособий и выталкивать за пределы приютившего их государства.
Уже в ближайшие полгода наши беженцы в полной мере это ощутят. Поэтому будут выбирать уже не между тем, устроиться ли на работу в Германии или сидеть на пособии в 500 евро, а между тем, работать ли на 1700-2000 евро в той же Германии или возвращаться на 200-400 евро в Украину под бомбы, стращает воскобойник. В то же время осуществить операцию «Трудоустрой всех украинцев» для немецких властей технически будет очень непросто. Для этого нужно очень сильно раздуть штаты джоб-центров, потому что сейчас их сотрудники занимаются трудоустройством, если время есть. Если же начать вести каждого трудоспособного беженца и отрабатывать с ним все вакансии, то это намного больше работы, чем сейчас, при том, что язык беженцы знают, как правило, плохо. При этом согласование новых вакансий в госструктурах и в джоб-центрах, в том числе в Германии, может занимать годы. Поэтому не уверен, что немецкие власти будут так уж активно трудоустраивать тех украинцев, которые работать не хотят. Скорее, они могут пойти по другому пути – ограничить срок выплаты нынешних пособий, по прошествии которого их сильно урезать. Конкретных решений по этому поводу пока не озвучивается, но слухи, что такой вариант может быть применен, периодически возникают. Поделился инсайдерской информацией один из выходцев из бывшего СССР, который уже давно живет в Германии и работает на госслужбе. Ну что ж, друзья, мы поговорили о мытарствах украинских беженцев в ЕС. Что их ждет в ближайшие полгода, предугадать невозможно.